Так. Мбаппе. Так, всем привет. Всем привет. Кто подошел, кто подходит, кто слышит, кто смотрит. Так. Окей. Дин-дин-дин. Мгм. Так, вчера мы остановились, да. Короче, мы в Египте и вглубь этих самых египетских катакомб прорвались. Тут еще всякие разные львы черные и мумии стрёмные. В общем, здесь довольно-таки весело. Так, на всякий случай сразу. Ага. Ух ты. Окей. Любопытно. А вот непонятно, мне стоит все отодвигать или нет? Если я все отодвину, то потолок упадет или нет? Просто выглядит это как будто бы, что такое возможно. Жесть. Здоровые катакомбы, конечно. Ну, вроде все нормально. It's okay. Так, ну пойдем сюда для начала. Ай, тихо. Посмотрел сегодня, кстати, фильм «Призрак и тьма». Про львов, которые рабочих хавали в Африке. Прикольное кино. Ну, да ладно. Вот примерно такие львы и были тогда. Но они не были черными. Блин, вот жалко, тут акробатических приемов нету. Типа сальтухи, там прочее. Было бы прикольно. О, привет, Сика, здорово. Рад видеть.
Так, сетапчик. Так, все. И тут, пожалуйста, это сохранится, потому что львы говнюки. А у тебя одно ухо с кошачьим осталось на ушах, или так было? А у меня один чел купил комплект от ПК сразу весь, кроме видюхи. Ничего себе. Привет, токарь. Не, у меня уши-то вроде, ну, такие нормальные. Да. Но я хз, как их сделать так, чтобы они оба были видны. Ну, видимо, из-за того, что цвет зеленый, ну, там. Он их просто берет и сжирает. А че такой? Туп. Вот, так лучше. Может, у тебя же не гринскрин, может там есть настройка порога? Нет, там нет настройки порога. Это типа и автоматом сам настраивает. Не, ну по идее мог бы и гринскрин развернуть. Ну ё-моё. Ну это потом. Хотя от него толку тут не будет. Почти то же самое будет. Давай, мистер Лев. Все. Против Магнума не попрешь. Это NVIDIA Broadcast, а там такого нету. Тонких настроек. А новых обновлений на эту прогу не заводит вообще. Ну, блин, ну есть такой грешок, да, что-то прям жестко экономлю. Казалось бы, зачем, да? Why? Так. Паспорту. Блин. От дерьма кусок. Не зря сохранился. Блин, они капец больно кусаются. Страшнее медведей, если честно. Ладно, магнум берем. Это мразь мне. Уф. Хера хардкорная игра, привет, музыка. Ну такая, да. Но сейвы спасают, сейвы спасают. Были бы тут сейвы ограниченные, да, вот тогда уж, блин. Можно было бы просто на стенку лезть от хардкорности. Ты GTA добил? 4-й прошел. Сейчас от марафона немного отдыхаю. После этой Лары, скорее всего, продолжим прохождение. Будем
проходить DLC 4 части, эпизоды. А после эпизодов уже 5-я GTA, да. И все, марафон, можно сказать, закрыт. Как-то так. У меня на 4-й больше 100 часов. Ну да. Достало уж. Ну блин, ты представь, каково мне. До 4-й части одни GTA играл тут. Но в принципе интересно все равно было. Как бы то ни было. Окей. Пьет 0 водка активирована. О, привет, Джонни. За 110. Здравствуй. Интересно, сегодня придет тот человек, который хотел у меня заказать этот самый Фиренхангер термина за 5000 рублей. Любопытно. Там же этот Social Club и сохранение подтягивается в Steam. Здорово, да. Да. У меня вот такие вот люди сидят в Minecraft. Гейммастера. Блин, нихера себе, крокодилыч. Тихо. Бинты забрать-то надо. Ау. Не кусай меня за жопу. Я, конечно, понимаю, что орех у меня. Что надо. Но, блин, я не то нажал. Тихо. Нет, нет. Гена, на. Всё. О, кстати, как твоя самая любимая woman из видеоигр? Какая твоя любимая woman? Так, ну... Блин, если так прям повспоминать... Она как играбельный персонаж или просто как типа вот, ну, из видеоигр? Любой. Ну... Да как будто Лара. Но по-другому и никак. Ну просто она как-то вот сейчас уже затмила в моей памяти всех остальных. Ну ты глянь какая. Меня в этом винить ни в коем случае нельзя. Просто, ну... Ну, возможно, потом это станет та девушка из Stellar Blade. Если вы понимаете, о чем я. Возможно, она будет. Оджи, мама, таха, идертики. А, окей. Папа, там нету киш. Так. Надо подвигать ящик. Но я же не сдохну вдруг внезапно. Давайте сначала пододвинем ящик, потом уже сохранимся.
А, ну хотя, если так еще вспоминать, то... Ну, может, Лейзель из Baldur's Gate. Блин, Константин, капец ты, конечно, неугомонный. Я тебе уже много раз отказывал. Реально. Маркетинг. Чувак, мне не интересно. А, это у него ну, это у него новый аккаунт. Я его и так банил-то на самом деле. Это у него новый аккаунт. Да. А, ёп, твою мать. Жизнь страшная, блин, охереть может. Блин, квартира какого-то фараона. Квартира фараона. Велоцираптор Камикадзе. Он его сегодня сделал. А, да? Чего его так разнесло-то? Да тут вообще какой-то жесткий лор. Тут, короче, древняя цивилизация, ну, египетская, была типа зарождена какой-то расой инопланетян. И что-то у них пошло не так. И в итоге из-за этого появились какие-то такие рептилоиды. Или это какая-то другая раса, и, соответственно, они вот мумифицированные вот они. Может, эти же и инопланетяне мутировали, или еще что. В общем, тут лор какой-то такой любопытный. А там непонятно вообще. Типа Лара там всего лишь взяла и что-то совместила. Два артефакта. Вот этих. Вот так вот соприкоснула их и увидела видение, типа. Так, и это под водой, да? Окей. Ну что ж, намек понят. Как бы так хорошенько прыгнуть-то. Давайте отсюда. Йоло! Так, нормально. Мистера Крокодила тут нет. Это радует. Боеприпасы тратить не придется. Вот дробовик мощный, да. Надо всегда экономить на него. Я так, ну, считаю. Копить, экономить. Против боссов самое то. А боссы тут есть. Был один такой рептилоид кентавр с костяным гранатометом, который стреляет раскаленными камнями. Капец вообще. Первый раз он мне застал врасплох и просто покарал меня. Не был готов я к такому. Потом еще даже челики есть живые, которые хотят у нас в стиле Индиана Джонса просто... Ну, бывает же такое в фильмах Индиана Джонс, когда к нему какой-нибудь ублюдок просто подходит и типа ворует у него его артефакт. Максимально казуально. Так.
Иди сюда. Погодите, а в чем прикол? А, наверное, сюда. Ай, ёб твою мать. Неправильно нажал на кнопку. Эта игра вообще не... ошибок не прощает. На, Качаю. машина, да. Качаю. Хи-хи-хи. Чё? Карысхан, ойнатыр, братикын. Так, нам туда. Посмотри, тугое. У меня пота. Чё? Ну, вроде должен допрыгнуть сейчас. Опа, хорошо. Не все так просто, Арлхан. Блин! Это жестко. Ну, охеренно просто. Да. Именно это слово и всплывает у меня в голове. Подождите. Ну, блин, я думал, он прям жестко далеко сохранился. Оказывается, не так уж и нормально. Да сдохни ты! Капец. Так, подождите. Нам сюда. Сразу с пушками на голову. Нормально. Так. Ё-моё. Опа. Опа. Так. Угу. Так, и что тут было? Да, мне сюда.
Опачки. Аккуратненько. Так. Сохранимся. Опа. Опа. Все. И сюда. Нормально. Кепки. Найс. Так, это что такое? Хилимся и сохраняемся. Выглядит как оружие или типа того. Ну давайте сначала здесь наверху осмотримся, потом прыгнем туда. Постараемся, по крайней мере, прыгнуть туда. А, даже так. Непонятно, это обоймы или это... Ну там точно аптечка, типа бинты. И еще какая-то хрень. Так, вот это не откроется просто так. Ну, давайте попробуем допрыгнуть. Secret. Да, обойма. И обратно, да, просто. Ладно. На аккуратничах. Блин! Я думал, я допрыгну. А, нормально. Там, оказывается, можно... Это внизу. А. Патрики. Так это ж прям секрет тоже. А, подождите. А нет, слава богу. Я уж подумал. Нет, туда уже не выберусь. Так. И... А, ну конечно. Так. Сохранись тут, пожалуй.
Так, и как отсюда спускаться? Ну, наверное, только вот так. Или Папа. Или просто в воду прыгнуть. Ну, там же вода, ну да, вода, но... просто можно же по-хитрому как-то. Ну, по идее, вот идея хорошая туда спрыгнуть, как мне вот Стэн предлагает. Видал? Хе-хе-хе. М? Блин, ну и тупость, господи. Охеренно просто. Орлх, не издавай таких звуков. Кусать. Опа. Угу. Просто секрет за секретом. Так, я там был. Мгм. А я вот... Да, я бы здесь и оказался бы, если бы спрыгнул там сверху. Все правильно, все правильно. Так что мы поступили очень даже круто. И критиков набрали просто жесть. Ну, все время тут дверь показывает почему-то. М. Вот же сальто было. Но оно какое-то не такое. Ну, то есть, я имел в виду сальто такое, что, ну, типа, раз и тук-тук-тук-тук-тук, короче, вот акробатические всякие разные приемы, чтобы, например, ты нажимаешь по таймингу. Ну, такое, наверное, будет в следующих частях. Это, знаешь, круто бы смотрелось в тех моментах, когда надо преодолеть полосу препятствий со стрелами этими и всякое такое. По-моему, что-то такое было, я помню, все-таки было. Это в других частях уже будет. Так, что-то я прикол не помню. Ну или...
Допустим. Окей. Так, что-то... О. Да и блин. Там явно мумия бегает. Уф. Окей. Я подойду. Покушать принес ужин по расписанию. Ну или по готовности. Картошка с тушенкой. Тушенка домашняя. М?
Ну, все скушай, если чуть-чуть осталось. Все скушай. Ну? Все скушай. А я телефон. Ну, то было. Принеси папе лук тогда. Чего? Лук, да. Что, кто-нибудь поужинал или пообедал? Спасибо. Только завтракал? Бухарик? М. Бухарик? А? Бухарик? Халявки. Хотите бухарик? Бухарик. Как лесенка, да? М? Как лесенка, да? Ансапер. Что позавтракал? Плохо? Угу. Что завтракал, говорю? Что завтракал? Извини, что с набитым ртом говорю. Так. У меня утром только хлопья и шарики с молоком и яблоко. Нормально. Блин, могу только представить, как ты себя легко чувствуешь. Легкий, как перышко. Там да, туда, но сначала вниз надо глянуть. Хотя я тут внизу как будто бы был или не уверен. Ну тут, ну как ожидалось. Эти долбаные львы просто везде и всюду. Они явно не простые львы эти. Я не знаю. Им, видимо, вообще не надо кушать или типа того. Представьте, они просто заперты в этих катакомбах на всю, сука, жизнь, и потом раз в год, ну дай бог, зайдет какой-нибудь исследователь, типа Лара Крофт или еще какого-нибудь чувачка. Это открылось. Только непонятно что. А, вот эта херня стала типа такой. Ну и типа зачем? Функционал мне непонятен. Ну ладно. Нам все равно уж туда не надо будет больше. Так, теперь нам остается пойти сюда.
Ага. Хотя там внизу тоже что-то есть, но... Может быть, спустимся туда потом. Сначала посмотрим, что наверху. Вниз спускаться-то всегда просто. А наверх подниматься — это уже другой вопрос. Египетская мебель. А, секрет. Так, ну что ж, позырим с высоты нашего положения. Угу. Так, единственное, сюда надо пойти. Тут сохраняемся. Так. А, и все? А, нет, погоди, не все. Опа. Как непросто, да? Как тут все непросто. Блин, охереть можно.
Даже магнумы особо не выручили. Так что берем дробовик. Долго тут сражаться нельзя. Дай балдеть просто. Это плохо. У. Да, пришлось прилично потратиться. Последняя часть. Все. И мы можем теперь уходить. Блин, как бы не утонуть. А, ладно. Окей. Никогда уже УЗИ дадут. УЗИ. УЗИ сердца. Папа. Офигеть, там патроны дробовика еще лежат. Еще чуть-чуть, да?
Угрожающе ходил влево-вправо. Найс страта. Погодите, а с этой стороны... Ага. Да-да. А вот и кэшбэк. С плюсом. Угу. Так, нам туда. Но для начала осмотримся. Иди положи. Все, мы поели. Нам хорошо. Так. Ага, все понял, где. Отлично. Скоробей. Глаз гора. Анг. Это я помню. И... Блин. Печать Анубис. Балдеж. Нифига себе. Выглядит жестко. Походу будет какой-то босс прям. А сколько короткая первая часть, интересно? No. No. Хотя ее короткой ты особо не назовешь. Третий день уже играю. Ебать. А, да почему у меня пистолет обычный? Так. 944 патронов.
Ну, это надо использовать. Тастерс, привет. Как мы в это играли раньше. Ну, блин, с удовольствием полнейшим, но я думаю, что многие дропали эту игру просто из-за того, что не понимали, куда идти. В этом плане она сложная, да. Есть много таких моментов, где ты типа такой, ёп, твою мать, что делать дальше? Здравствуй. Привет. Она еще вот так вот выглядела раньше. На минуточку. Ну вот так вот игра выглядела раньше. Сейчас она вот так выглядит. В наши дни. А раньше, когда папа был маленький, игра вот такая была. Вот это вот. Ну, там у них что-то есть. Окей. Да, атмосферная, хорошая игра. Так. Ёло. Так, надо посмотреть, что там наверху поставить-то надо. No. Не. Анг нужен. Так, можно переключать ремастер или нет? Да, можно переключаться с ванильной, а точнее с ремастерной версии на ванильную. Прикольно, да? Просто F1 нажимаешь. No. Угу. Какого... Какая мразь. Откуда? Где он? Я не понял. Ремейк лучше бы сделали. Да не, по мне нормально. На ремейк куда больше силы, времени и средств ушло бы у них. Лучше пускай так. Да и как бы ремейк-то не нужен, если есть современная франшиза уже существующая. Перезапуск же уже произошел. И просто новые части выходят же. Лара. А, погоди, я... А, ну я так пришел уж. Ну, да. Чё это я действительно? Ну, это для нас норм, сарперов, для молодежи мимо. Да. На то и расчет, что это для олдов игра, чисто. Так, вопрос. Какой ублюдок по мне стрелял вообще? Не он же стрелял по мне? Не да. Нет, другой. Боевыми стрелял же. Кто-то пистолетом типа. А этот какими-то шариками стреляет. Одно радует, что я могу сейчас себе ее купить. Раньше, помню, облил с магазин диск. Это да. Блин, очень много закрытых дверей. Так, ну что ж,
Походу нам сюда. А. Нет, немного не сюда. Получается сюда. Сюда. Вот как будто бы где-то отсюда, возможно, шмаляли, но его не было видно почему-то. Так. Поползли. Не, все-таки как-то хочется еще больше Лары поиграть. Ну, в том плане, что после этой трилогии потом еще другие части заценить. Все-таки охеренная игра. Просто даже типа интересно. Просто любопытно, как игра-то прогрессировала. Блин, слава богу, тут щадящий такой выступ. Так, там патронов много. Угу. Разворотик. Серьезно, летающие еще есть. Охереть. Ха. А чё валяется? Это УЗИшки валяются, что ли, или мне кажется? Какого хера? В смысле, там типа невидимая платформа или это гон уж какой-то? Так, нет, тут надо полупрыжок. Так. А что это за хрень? Подожди. Как будто бы надо просто на Веру прыгнуть. Она же на чем-то лежит, правильно? Да, нихера себе, что за бред вообще. Лол. Короче, туда прыгаем. Выжил.
800. Нормально. Тут же кто-то летает, а вон он. Ауч. Это баг или как? Нет, это секрет. Это просто секрет для внимательных. Вот такие вот секреты. Олдскульные. Мощно, да? Так, я думаю, вот так вот надо сделать. Как тебе такое? Капец, я шарю в этой игре, да? Жесть. Да, когда ты осваиваешь механики игры, она становится для тебя понятной. Как что работает, там прочее. Как цепляться за выступы. Тогда игра становится просто по кайфу. Так, тут надо хорошенько зацепиться вовремя. Ну зачем ломаешь, Аруха? Возьми. Ёпами. Так, там внизу есть аптечка, если что. Будем иметь в виду. Но тут нужен ключ. Тут нужен ключ. Или это не аптечка, это ключ. Да, это ключ. Здесь ищи. Нет, если здесь упал. Это пружинка. Так, окей. Есть. Так, вставляем ключик. Опять чиж? Ну, не анимировано. О, блин, долбаный кентавр. Жизнь здоровая, блин, ну сколько можно в нее стрелять? Так, сколько? 590, все, экономим. Хотя, нет, магнума. 1090, много-много. Ага, вот это вот мы вставляем бошку статуи в пещере. Так.
Так, теперь мы идем. Мы идем. Просто сюда. Где? Там что-нибудь есть вообще? А Нет. ты идиотка. Ну, чтобы лучше было видно. Идиотка. В ванильной ветке, кстати, намного лучше видно, где на ключи валяются. А? Идиот. Что? Вот. А? Вот. Что? Вот. Вот так-то. Идиот. Вот. А ты вот это. А, Майнкрафт-то. Да, ты. Ну да, чуть-чуть Майнкрафт. Блин, говнюк летучий. Где он-то? Так, ну-ка. О, окей. Угу. Господи, боже мой. Так. А это где? Мне даже сложно понять. Так, сохраняемся. Да, мягко упасть не получилось. Так, вот я не понял, а где золотая дверь открылась? А где эта дверь? Что-то я не вразумел. Где это произошло? Типа как будто бы наверху. Ладно.
Привет, Фрешми, здорово. Здравствуй. Так, тут двери не видно, значит она... А, вон она, что ли? Ну да, охереть. Здорово, чё, как дела? А я тут прям усиленно прохожу Lara Croft. Tomb Raider. Я умер. В смысле, а почему я не дохожу-то? Ну так. Вроде же все правильно делаю. А, мы не цепляемся-то. Ладно. Так, это мне чё? О, ну это вообще весело, конечно. Блин, ну по идее туда можно было бы запрыгнуть, но... Или я могу туда запрыгнуть? Да, в теории должен. Ну-ка. А, ну это так работает. Да.
Я прям представляю, как в эту игру играет какой-нибудь игражур. Он бы так размылся, что просто капец. Блин. Тихо. Да ладно. Да хотя, на самом деле, я как будто бы могу. Угу. Сэкономил кучу времени. Я, конечно, не спидранер, но... Так, и вот тут надо бы зырить, куда, как идти. Потому что вроде как... Мне нужно... Да я могу тут спрыгнуть. В общем-то, пока сохранюсь. Угу. Так, Патрики. Все, прибыли. Прибыли. Охереть, это было долго. Блин, хорошо, что здесь нету ваншотящих тварей. Угу. О! Привет, якутский охотник. Здорово. Рад видеть. Так. Фак. О, на тоненького. Так, последний анг. И уровень сейчас должен быть пройден. Якобы без...
происшествий бы дойти. Так. Уф. Так. Все. Открыли. Блин, куда-то еще глубже спускаемся. И глубже, и глубже, и глубже. О, патроны. Нихера себе. Не, это круто. Это круто. Если что, я еще УЗИ нашел. Вот УЗИ, если что, лежало очень странно. Жалко, никто это, клип не сделал этого. Это был прям секрет секретов. На невидимой платформе чисто прыжок вверх сделал, чтобы взять его. Так, кстати, может быть там. Да, тут что-то есть. Угу. Ну, тогда плывем просто вглубь. Любопытно. Есть. Блин, этот маленький рычаг спустил только воды. Жесть. Так. Теперь тут у нас высота смертельная. Воды нет.
Надо быть предельно осторожным. Так, вот тут где-то был рычаг, я видел. Чё за дерьмо? Нихера себе. Ну вот он, рычаг, собственно. Или это не он? Может, я... Какой-то другой увидел. Это вроде он. Да в то же время и не он. Так. Я чисто проверить пойду. Хотя вряд ли мне дадут уже туда пройти. Ну ладно, что поделать. Чуть не умер. Чуть было головой об косяк не ударился. О, блин, прям щедрина патроны. Кажись, что-то будет. Бус. Бус, фейк. Коробей. Ясно. Да, это жестко. Сразу возьму лучше это. Хотя можно и, наверное, так. Предал. Хотя какой микрофон? У меня микрофон Маона. Че, нормальный? Звук хороший? Динамический или конденсаторный? USB-шный. Вот с таким входом. Он считается как USB-шный.
Так. Башка еще трещит от того удара. От боли, я думаю лишь о том, как бы вышибить тебе мозги. Чё, ты еще живой, что ли, серьезно? Опустись, мудак. Башка трещит после удара. Это он говорит после того, как я его с дробовика ушатал. Выстрелом. Еще микрофон, чтобы лишние шумы не подхватывал. В общаге нас двое, он играет в Valorant, и рот не затыкается ни минуты. Ну да, тупой. Майнкрафт-то. Да. Ну, так. Ну, чик-чик. О. Сын Стива сделал. Но это шумоподавление надо ставить. Тут дело не просто в микрофоне. У тебя микрофон-то, наверное, окейный, если он у тебя есть. Просто туда надо фильтры ставить, типа шумоподавление, там прочее. Качай NVIDIA Broadcast. Он, в принципе, хорошо срабатывает. Или же в самом OBS, или еще где там шумоподавление тоже есть. Error Noise, там есть фильтр. Он сам хорошо звуки подхватывает и убирает лишний. Не ошибешься. Микро с гарнитура, ну тоже подойдет. Тут дело чисто в этих настройках микрофона. Найс. Наконец-то. Я артефакт получил. О, козлы стоят. О, блин. Вытащила короткую соломинку. Здорово. Добрый день. Единственная слабость Лары. Бросила Ларсона Здоровые пыль черные глотать, да? мужики. Можно и так сказать. Что ж, твой мятежный отпуск окончен. Теперь верни то, что украла у меня. Глянем в рюкзаке. Мерседес. Что ж, убить ее. Болваны! Блин, какой-то молодежный парень с кепочкой такой. Уходим. А ничего, что-то типа печенье. Жизнь ну зла. Она что, их догнала? Ебать, как она гонит. Чё творит? Чисто Crazy Frog. О, прыжок. Черт, что это было? Че? Тот звук.
Да рыба плещется. Рыба плещется. Это здоровая. Друг, да не будь ты таким нервным. Пойду-ка я внутрь. Ты со мной? В смысле, она просто легла в кровать поспать? Вот так, нормально. Ну что, плывем? Не, ну я понимаю ее, она жестко устала, наверное, но... Ну, они-то где были? Блин, эти мудаки вообще не понимают ничего в этой жизни, серьезно. Да. Ну что ж. Не, ну Лара понять можно. Капец, у нее прямо вот так вот берут, отбирают артефакт после всего, что мы прошли, когда уничтожили столько страшных чудовищ. Что-то вообще не по кайфу. Может быть, мне стоит туда прыгнуть? Вот там как будто что-то есть. Жестко намусорили уже. Везде бочки валяют. Так. Эти козлы отобрали у меня еще и пушки, суки, серьезно? Не, ну теперь я злой, это вообще не круто. Ладно, артефакты, но пушки, УЗИ, это вообще не круто. Блин, тут она не решилась напасть на них. Пушек-то нету. Так. А я могу сдвинуть те ящики? Нет. Блин, что-то какой-то сложный прикол. За водопада.
Ну, это, конечно, интересно. Так, погоди, а это куда ведет? Раз уж мы здесь, надо проверить. Ой, блин. Вот, типа, сейчас я схожу туда, дерну рычаг, откроется эта дверь, и мне обратно сюда бежать, да? Вау. Да, в то время разрабы умели растягивать время геймплейное. Это, конечно, прям мощно. Мощно, нагло. Ну да, ну да. Охереть просто. Да. Да, это жестко. Ну, видимо, они тогда не могли придумать механику открытия двери без рычагов. Но, тем не менее, как-то это... Так. Угу. Угу. А, предохранитель нужно, да? Окей, предохранители. Тогда опустится эта будка, внутри будки что-то. О, привет, енот. Здорово. Че, как оно, как дела? Вот как будто бы туда. По Питеру гулял? Нормально. Депрессивному Питеру. Да, наслышно Питере. Питер всегда депрессивный. Дождь там случаем не идет. Идет? Серьезно? Охереть. Но я-то уже думал. Не может быть. То дождь, то снег. О. Предохранитель. Сразу на местного похож.
А, не похож. Типа в тебе слишком много жизни. Ты слишком радостный. Да. Это весьма любопытно, что... А как это? Интересно. Подождите. Каждый раз обыскивать при спуске метро? Серьезно? Так и делают? А я думал, это единичные случаи. Ну, видимо, сейчас ситуация такая, все на стреме максимальном, мало ли. Ну, пускай уж так. Улочки узкие, люди непонятные. Да. Чё, прям все на негативе, что ли, там? О, привет, муж. А мы вчера задавались вопросом. Неужели человек пропал? Спасибо за 40. Здорово, бро. Здорово. Так. Ну тогда следовать. Нормально. Ну, я между делом смотрел стрим. Понял. Не, я про челлендж. Типа, передумал или... Типа, ну просто ждать, не ждать этого. Я вот об этом. Ну, я между делом смотрел стрим. Понял. Блин, кажется, тут это... Надо успевать, видимо. Надо успевать. Так, это такая полоса препятствий. Невидимым таймером. О, господи. Не успеваю. Я просто пропустил выход из метро, резко обернулся, и я просто охуели, типа он развернулся. Мужик доебал, сказал, чтобы я так больше не поворачивался. Че за хуйня? Там что, все прям реально на негативе полном? Пиздец. Не, погоди, как ты развернулся, типа? Я в ахуе с этого города. А, челлендж, да, по чесноку 50 плачу ща, остальное после прохождения, как думаешь? Да, нормально. Справедливо. Справедливо. Аучиледж. Давай по чесноку 50% оплачу ща. Остальное после прохождения игры.
Как думаешь? Это справедливо. О, наконец-то. Так, взял предохранитель. Так. И дверь так не открывается, да? Я понял, что иду не туда, просто повернулся назад и пошел. Блин, ты серьезный человек. Ну хорошо, спасибо. Окей, 2500, все. Походу Фиренхангер играем. Давай тогда завтра начнем прохождение Фиренхангера. Сегодня Ларку попытаюсь добить. Привет, Гудзон. Здорово. Все? Фиренхангер играем. Фиренхангер 2 термин. Это челлендж на прохождение игры. Или сегодня начать. Может, как ты хочешь. Надо будет скачать. Блин, а вот этот... Почему я не могу ползти, типа? Как мне удобно. О, круто. Круто, круто. Тогда завтра давай. Давай тогда завтра. Это хорошо. Спасибо за 40. Да, как тебе удобно будет. Ништяк. Просто я, кажется, сейчас пройду эту игру. Ну как сейчас? Ну сегодня точно, наверное. Потому что заявилась главная злодейка, которая у нас пиздил все наши артефакты. Енот в Питер поехал. Типа знаешь, как роботы из мультика Вали, которые охуели, когда Вали с подласы съехал. Блин, это ужас какой-то. Что не так с этими людьми, вообще не понимаю. Зря весной. У них как будто в голове полоса маршрута нарисована, и я с этой полосы выехал. Ну, это интересно. Я как-то в Питере приехал лето и влюбился, потом пришла осень, и я съебался в ужасе. Да. Не, Питер такой себе город, реально. Вечно там происходит какая-то херня из разряда, типа, зарезали кого-то и что-то там вроде. Ну, не то чтобы кого-то, там часто вот наши жители умирают там. Ну, из Якутска. Наши национальности ребята. Складывается такое ощущение, как будто там пиздец. Националисты и скинхеды эти все еще остались как в каком-то числе. И да. Недавно один чел друга своего купнул за долго бухари и наркоши. А, ну то есть там просто убивают людей, да? Ну то есть там... Понятно. Ну да, в рот я ебал этот Питер, реально. Реально, зачем туда идти? А долг-то какой у него был, что он его убил? Это что за бред вообще? Типа, ну о какой сумме идет речь? И там очень красивая атмосфера.
Ну, ништяк. Лодочка отъехала. Это... Это что за рычаг такой, который отвечает за то, чтобы лодочка отъехала, блядь, где-то в начале уровня? Да. Нет логики, да, и троп. Не, реально, это вот... это очень старая игра. Жесть какая-то. Рычаг как отодвинул, и лодочка отплыла. Так, погоди-ка, а я могу, наверное, туда допрыгнуть? Попробую. Это все ради лодочки было, ну почти, да. И предохранители. Я не знаю, как мы потом до предохранителя доберемся, но это все ради предохранителя. Ну, на такой где. Показать-то. Сэм. Меч из Майнкрафта. Мотыгу из Майнкрафта. Что еще? Вот. Кирка. Они все алмазные, насколько я понимаю. И лопата. Привет, Константин. Здорово. Майнкрафт, да. Натла. Я херес. Они типа тут давно уже сделали это или как, вообще понять не могу. Ну, то есть в чем суть этого предприятия? Тут даже ни хера не работает. Я бы понял еще, если бы тут автоматические двери были бы. Но это тупо ящик, который надо отодвинуть, чтобы зайти в это предприятие. А, даже вот так. Ладно, хорошо. Я категорически понял. Я пока в аэропорту сидел, закупился играми по весенней распродаже. Ну, нормально. Так, ну это... Блин, не забыть бы сохраниться. У меня еще эти козлы все пушки отобрали, прикиньте. Вот за это очень обидно. Так. Окей. Хорошо. Так. Я отодвинул рычаг, чтобы какая-то херня, видимо, буровая машина, сдвинулась с места. Боже мой. Да как это работает? Да охереть, пожалуйста, игра.
Они создали чудо-рычаги. Да. Я не удивлюсь, если я сейчас дерну какой-то рычаг и у меня чайник начнет закипать. Или сковородка включится. Или вода в унитазе спустится. Ну, типа, тут подобная херня творится. Или покажется на карте, откуда планировалось нападение. Да вообще. Блин, это так бессмысленно. Это так бессмысленно и жестоко, просто ужас. Ну что ж, я неправильно двигал ящик. Хотя, казалось бы, да, можно было бы влево-вправо сдвинуть, но игра такая, нет, нихера. Не прописано. Да. Не, игра жестко устарела, но в некоторых моментах она все-таки очень даже увлекательная, приятная. Но вот этот момент в конце, ну это, видимо, конечный уровень, я в этом уверен. Предпоследняя прям локация. Ну тут разрабы чисто, ну как будто бы, не знаю. Ну левел дизайнер поменялся или еще что. Тут какая-то полная ересь творится. Вообще полная хрень. Типа какие-то предохранители там прочее. Ничего личного. Вот так. А где этот чел? А. Ничего личного. Блин, был бы у меня пистолет, и я бы тебя уничтожил просто. Блин, что это за Индиана Джонс? Что за ковбой? Классно. Блин, а я сохранился? Я забыл положить посылку винты для крепления. О. Все, минус репутация. Но придется, как любой хороший торговец, отправить и винты для крепления дополнительной посылкой. Что поделать? Или, ну я не знаю. Это единственное предложение, которое я могу тебе дать. Или, возможно, что хобби-то? Да, вот это стейк, правда? Понимаю. Что ты пока не? Тебе у тебя сегодня баранчуй. Где? Что посмотри? Че лор? А баранчуй кто тебя, да? Да, это мама. Папа на бригade. 2500 отправились. Мама, я папа. Надо будет игру пройти, и тогда еще 2500 будет. Да. Посмотри, барна, буканку дурме. Буку-буку.
Пуку дрыма. Пуку. Выкр. Нёчи какие. Тебе Симоне папа спать иди. Альбантик пайките. Так, тут надо сохраниться, ребят. Потому что гейских ковбои будет только рад убить нас. Ничего личного. Так, ничего лично. Ну да. Когда жил в Таиланде-то еще окей, как-то было, да? Блин, ну... Че он такой мудак, серьезно? А может его удастся как-то столкнуть? Я не уверен. Такое вообще возможно? Вот сюда, типа в ямку. Айка. Так, сохранимся. Точнее, захилимся. Не, ну это жестко. Блин, вот жалко, я бить не могу. Так, подождите, а я могу? Наверное, нет, но... Я не знаю. Попробую. Блин. Вот так вот, кстати. Только это безвыигрышный вариант вообще. Блин, почему он не может ко мне подойти и просто так же упасть, как я? Ну, типа, ну, не знаю, как впереди. Ничего личного. Ничего личного. Здорово, отец. Ну вот. Короче, вдруг я понял, что делать надо. Ничего личного. Да, офигенно просто. Тут надо шажок вперед сделать легкий, и тогда я смогу от него бежать. Эти, как ты на няма. Букву врегать это не. Ничего личного.
А, вот так. Подождите, я вообще тогда других вариантов не вижу. Я думал, я как-то там, ну, она при падении будет соскальзывать вниз, ну, типа, вот будет падать и соскользнет вниз. Ничего личного. А, вот так вот, да? Ладно, я понял, хорошо. Твою мать. Так, надо вот так вот. Вот так вот. Ну, это прям реально Майнкрафт. Что за клон Uncharted? А? Это была старая версия, вот так вот выглядела этой игры. Когда папа был маленький такой, как ты. Нет, вообще-то даже, ну, взрослее. Ну, короче, раньше игра так выглядела. Папе было вот примерно так же, сколько я Ралханчику. 7-8, может. А это вообще старый год? Да, вот, конечно, ты сейчас с ума сошел. Блин, что за клон Uncharted? Ну ты выдал, конечно. Блин, это он, конечно, мудак еще. Опачки. Квадратный бубс. Мудак! Мудак! Не жизнь он конченый, что он делает, этот ковбой? Блин, я его просто ушатаю, когда добуду свой пистолет. С дробовика ему башку прострелю просто. Так. Треугольный, точнее. Да. Да, разрешение было 4:3 раньше. А сейчас... Так, не ошибись. Ну вот как будто бы вот этот нормальный. В жизни прыжки олимпийские, да. Не, она реально прям такая. Могла бы стать золотой медалисткой по легкой атлетике и все такое. Она крутая.
Да хотя и в тяжелой атлетике тоже, да? Она просто какая-то машина, реально. Вот так вот выглядели раньше сильные независимые женщины. Подождите. Двигали ящики, да. У меня такое ощущение, что надо туда таскать этот ящик. Так, все. Кто сфоткал? Молодец. Я сфоткал. Так, примерно... Да вроде... Блин, я не знаю, зачем мне этот ящик вообще-то. Ну, в том плане, что... Я и так... Не, все-таки нужен, походу. Там прям прыжок с разбега нужен. Треугольный бут все равно лучше. Да. То есть тебе вот это вот нравится больше, да? Жесть. Ядрительно недовольна. Вот это... Вот это феминизм. Как бы это сказать? Погоди. Нихера себе. А я не вижу. Можно было бы сказать, это лицо современного феминизма. Да. Опачки. Сейчас на нас покатятся камни, видимо. Или нет? Независимый, да. Так, ну... Вообще-то я могу как будто бы сюда... Окей. Какой же он нудный. Ненавижу его. Просто ненавижу.
Ты меня, урод, дождешься, я тебе говорю. Так, кажется, я взрывчатку взорвал. Где-то. Или дайте-ка я угадаю. Скорее всего, открылся проход вот тут. А, нет. А, смотри-ка. Я думал, он убежал, но... Так, значит, надо просто вернуться обратно. Я полагаю. О, привет, Михаил. Ну да, что-то случилось. А, ну. Понял. Ладно. Интересно. Блин, какой там молодежный парень с узишками и с роликами по мне стреляет. Капец, это чё? Тони Хоук? Блин, это реально Тони Хоук. Он скейтер. Возможно, даже про скейтер. Ларису играешь? Да. Вот. Почему я, а не он? Блин, что? Возможно, скоро пройдем. Да, тихо. Гоу. Да ты херел, что ли? Да, ну вот как это вообще? Это Тони Хоук про скейтер. И типа да, фетский, да. Да, спасибо, Михаил. Хипстер откуда тут? Ну это молодежный наемник. Модно, стильно. Даешь, молодежь. Даешь, молодежь. Настроение в порядке. Даешь, молодежь. На экранах России. Я упаковал в коробочку маленькую, отправку будет стоить 300 рублей, да. Ну что поделать? Ну, это правильное решение зато. Это правильно.
Смотри-ка. Он тут перепрыгивать не рискует. Мудак такой. Так, надо будет собрать все патроны. Не, хотя не надо. Уж больно надо было. Просто уйдем отсюда. Блин, сволочь прям за мной идет. Вот это прикол! Это... Папа. Другой? А? Да, на всякий случай еще проверить. Опа. Так, он прям за мной, походу. Ёба. Да. Так, нам надо бы теперь не торопиться, во-первых, сохраниться. Угу. Да ё-моё. Оп. Ай! Ёшки. Надо было аккуратно спрыгнуть. Типа как-то вот так. Оп. Тихо. И тут то же самое. Ты фигни, посмотри. Семере. Кума, ходи. Это, конечно, Лего Кеннеди. Лего Кеннеди. Пожарник. Ну да. Так. О. Неужели? Какие-то строения. Ага. Лего полицейская машинка, да. Так. Папа, у меня как есть. Так текстуально. Это другие. А? Пустях-то. Страшный, да. Нахни. Страшный, да. Сложный, да. Тяжелый, да. Папа, нахни. Папа. Папа. Папа, это нахни. Плакат. А, красный, да. Да. А, Плакат. Хорошо. Знаете, Да. У меня старший больше всего похож на меня. Если взглянуть на мою фотку из детства, и как бы, ну, просто это один в один я, короче. Тупо моя реинкарнация.
Так, эта дверь открывается через какой-то механизм, скорее всего. Блин, ну это... А, только назад, смотри-ка. И чё, и дальше как? У меня инкарнация старшего сына брата. О, прикольно. Ну такая, да, сложноватая местами. Недавно фотку нашел брата, типа откуда у вас фотка моего сына, это я оказался. Дышь. Блин, удивительно. Вот я отодвинул ящик. Где? Так, теперь мне надо бы... Вот тут, папа, тут, вот так. Ну, не знаю. Там, видимо, какой-то механизм есть. Еще надо подумать. Подождите. Подождите, товарищи. Не, туда не получится. Папа. Когда будет якутская хоррор-игра? Папа. Тут яек. Кадик-то. Угу. Вот так. Якутская хоррор-игра, по-моему, выходит... В мае, что ли, короче, что-то такое. А, ну вот все. Но есть еще одна игра. Тоже якутская хоррор-игра. Я там с чуваком переписываюсь. И, возможно, если он демку сделает, то я демку поиграю и выложу его на YouTube. Как нарезку, скорее всего. Но у него прям просьба была сделать нарезку. А я такой, да, можно, конечно, я не против. Было бы круто. Сегодня Alone in the Dark кто-то выходит, играл. А, сегодня выходит, ничего себе. Ну, это перезапуск тоже франшизы. Старый очень. Старый Alone in the Dark играл, и он довольно-таки такой. Но как описать-то? Ну, стрёмный. Он был довольно-таки стрёмный. А будет ли стрим прохождения, жду? Нет, стрим-то будет, конечно. Ну нифига вы придумали, конечно. Интересно. То есть ящик поставь, и все будет хорошо, да? Ну, елки. Ну ладно, в принципе. Пошли. Так, это было где-то тут. Скажи сыр. 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 Ублюдок. Так, кстати.
Подождите, тут какой прикол вообще вот в этих вот чувачках? Это у них в руках мои пушки, да? Ну, я так понимаю. Смотрите, он здоровый, конечно. Ну, бедную беззащитную девушку-то он, конечно, молодец. Пристрелить-то. Меня вот начинает парить тот момент, что у них, у этих уродов, мои пушки, по сути. Это реально мои пушки. И тут, кажется, какая-то такая фишка с этими челиками, что их надо убивать, типа, ну, так сказать, умом. Мозгами. Ну, мне так кажется. Возможно, их куда-то забанить, забавить, и там уже случится какой-то скрипт, и они умрут. Но вот это вот, например, я думаю, что можно запереть, но что-то не сильно сомневаюсь. Вот тут вообще ключ какой-то нужен. Так, вот тут надо что-то сделать. А, ну, как будто бы оно, нет? Может, туда его запереть надо? Ну да, у него бесконечное. Причем патроны для дробовика самые дорогие, если что, и не самые редкие. Ну, как бы. Давай, иди сюда, говнюк. Смотри-ка, реально заходит. Ну давай, 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 давай. Вот урод успел выйти. Мать твою. Так. Закрылся от него. Это полная херня. А, ты меня сквозь стену простреливаешь? Понимаю.
Ну, он сюда не спустится, я думаю. Что-то его не видно. У него привилегии. Но он не успел, конечно, да? Да, ну да. Какой же он мудак. Я мама. Мама спать полен, да, на японский посмат. А поспать тебе тенди. Тебе рулхон кеню. Рулхон лобить. Бар пошмачка. Мама спать. У няня хабар. А? Майнкрафта. Очку не очку. Это потом байгата на гитар. Он не ранта. Ясно. Короче, все, что я делал, это полная херня. Так делать не надо было. Ты по-тайландски говоришь? Нет. Есть якутский язык. Ты плохо стараешься. А как жил год в Таиланде? Ну, спокойно. Там не предусмотрена смертная казнь по незнанию языка. Так. О, ничего себе. Так, я подозреваю, что там открылась дверь. О, еще раз привет. Жизнь он быстро бегает. Тоник сраный. А смысл? А, погоди, там есть поворот. Слава богу. Я уж подумал, пипец. Что-то у меня такое ощущение, что где-то случился невероятный проеб. По-английски просто базаришь. По-английски. Нихера себе.
Константин тот самый менеджер? Не, ну Константинов там много. Да, просто тут бывает, захаживает менеджер. О, наконец-то пушки. А, и пистолеты у нас появились. Все-таки я мог их где-то найти, эти пистолеты, да? Ну класс. Жесть, это прям корабль чужого. Корабль инопланетный. Так, надо сохраниться. Просто я так подумал, если есть возможность, то потом, может быть, попробовать вернуться и убить всех этих мудаков. Хотя навряд ли не получится. Не. Но было бы приятно. Так. Вижу. Final boss. Да, Лара Крофт. Самая первая с таким дерьмом боролась, что вообще хереть можно. А в перезапуске Лара Крофт просто с русскими сражалась-то, охереть. Ну как с русскими? С многонациональными людоедами. Там было очень много национальностей в этом острове. Но в основном русские. На Кабурят, на Каякут, да, на Каякут. Да сдохни ты на... Блин, серьезно? Охереть, он просто живучий, просто. Отказывается умирать. Пойдет. А чё не открывается? Я же вроде сделал. Или не дожал? Кажись, не дожал. Пойдемте дожмем. Блин, благо аптечки мне много. Собирал. А, не, вот же проход. Лол. Да.
где-то. Так, сэкономим патроны, пожалуй, немного. Он просто встал на лаву. А, мистер Камикадзе. Вот так. Dark Souls с автоматом. Получается так. Блин, можно сэкономить патроны реально? Я просто побегу. Это я в натуре. Рептилоидом больше, рептилоидом меньше. Ах ты, бат... Блин. И он, конечно, должен был насрать мне все. Какой же урод. Ладно. Раз уж такое дело. Будем убивать, что поделать. Будем убивать. Нормально ты зашел во время катсцены. Не, ну, блин. Умный, конечно, очень умный NPC. Да. Воспользовался ситуацией. Нихера. Он сверху как прибегает. По сути, сэкономили. Патрон имеет сюда. Ебать. Так, вон та вот дверь просто не откроется, да? Почему? $50 Dark Fantasy. $50. О, класс. Так. Блин. Это мем Вандерхолд. 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 Вандаркхолм, ты хотел сказать, наверное. Вандерхолд. Вандерхолд. Это если бы Вандерхолм был бы из этого, из Германии прибыть. Именно целебный приносить. Так.
Ебать! На Твиче? На Твиче 5. Да, уровень-то, конечно, жесткий. А он кореец, что ли? Я думал, натурал. Да, я не знаю. Так, там есть под водой рычаг, по идее. Там есть рычаг. Неприятно. Я надеюсь, этих мудаков встречу здесь. И я смогу у них отнять мои пушки. Иначе это пиздец. Очень обидно. Не для них я бы свои пушки собирал, все-таки не для них. Снайпер Элит 1. А первое это когда вышло? На самом деле Снайпер Элит не такая уж старая игра. Да ну нахер, реально? По времени еще? Едрить. Вот это вы, конечно, жестко завернули. Получи, распишись чисто. Ну ёб твою мать, пожалуйста. Ох, успел. Так, надеюсь, я тут встречу какого-нибудь мудака, который держит мои стволы. И я его убью. В 2006. Блин, ну так-то старый, оказывается. Что-то моим представлением мне казалось, что он типа 10-х годов или типа того. Ну кажется, довольно старая. Вторая часть 10-х. Понял.
Как такую игру играли? Бог мой, мне просто бомбит. А чё тебя бомбит-то? Прикольная игра. Не понимаю этого недовольства. Так, там лава появилась. Окей. Угу. Опачки. Действительно, что не так. Ну, игра такая просто. Это все равно, что, например, бомбить из готики, к примеру. Вот буквально то же самое. Офигеть. Вот это, конечно, текстурки завезли. Мясо. Мясные текстурки. Просто не люблю лабиринты, все такое. Угу. Ну вот именно поэтому я играю, а не ты. Так. А, блин. Господи. Господь, Господь. Никакой же стресс, а? Ядрить. И к твоему сведению, имя Господа пишется за главную букву. Вопрос времени? А, это Атлантида? Что вопрос времени? Блин, патронов УЗИшки прям нормально насыпают. Очень-очень добротно. Очень добротно и приятно. Блин. Очень много рычагов и очень много коконов. Тоже может пойти не так. Так, вроде правильно дернул. Ну ты сказал, что я играю, а не ты. А, ну просто тебе же не нравится лабиринт. Блядь. Не убивай, мразь. Ну, кажется, я тут всех убью просто. Окей. Так, и давайте-ка угадаем, слева или справа. Слева или справа. Ну, я думаю, справа. Хотя не важно. Сегодня Лара, завтра GTA, а потом что? Far Cry, Crysis, Барби.
Far Cry уже проходили. Правда, 6-й не трогали еще. Crysis проходили все, марафон тоже был Crysis. Даже Алису в стране чудес проходили, но не трогали новую часть, которую... Максимум силы, да. Ну, Crysis только первая часть более-менее годная. Ну, или вторая. Третья это уже... Ну, там в последующих частях все вообще очень плохо становилось. Претерсон. Да, у меня еще игру заказали за 2500, точнее за 5000. 2500 дали сейчас. И 5000, когда пройду игру. Fear and Hunger называется. Если шо. Fear and Hunger термина. Жесткая игра. Да что ты будешь делать? Это вообще реально успеть? Что за кишки? Последний уровень. Это Атлантида. Тот самый затерянный город. Вот он вот такой вот оказывается. И здесь полно рептилоидов, которые хотят нас ёбнуть. Такая вот история. Древняя цива. Вот такая. Блин, погодите-ка. Окей. А как шарик пропал? Чувак, вообще, короче, забей. Эта игра в плане логики вообще полный пиздец. Вообще забей. Тут местами логики нет. Тут, например, один рычаг отвечает за то, чтобы лодка двинулась, типа. И потом ты вот на эту лодку запрыгиваешь, заходишь в какой-то уголок, двигаешь ящики, и там еще один рычаг, который активирует буровую машину, которая открывает тебе проход. Так что вообще забей. Вообще забей. Забей. Это были 90-е. Вот это вот примерно вот так вот все выглядело. Ну как примерно, так и выглядела ванильная версия.
Сам сатана, что. Эх вы, ребята. Как по мне, эта игра охуенная. Есть у нее косяки, конечно, но... Сейчас подойду. Спасибо. А Барби? Да и Барби поиграл бы, ничего страшного. Я же говорю, я вообще во все игры играю. Придет время и Шрека пройду. А какой Барби там есть вообще? А какой Барби? Там про лошадей или что-то другое? А? Что? Компет-то? Да, лимонный компет. Может быть, может быть. Понятно, все с вами. Я бы сказал, что закон не обязывает вас осуждать. Да. Почему сразу лошадей? А чё, какой есть тогда другой? Я просто помню, вроде есть Барби с лошадьми. Она там держит вроде как типа конюшню и что-то в этом роде. И там типа, ну не знаю, там вроде надо быть крутой наездницей на лошадях, что-то в этом роде. Не, просто в курсе, что есть такая Барби. Ну а так, езда на лошадях. Тема классно. Все-таки Ведьмак на лошади катался. Михаил. Ну, это, возможно, правда в каком-то смысле. Я-то помню, что у тебя ферма есть большая. Имение, так сказать, большое. Хобби Хорсер. Хобби Хорсер. Ладно, я тоже прикалываюсь. Так. Ну, мы же все прикалываемся, да? Так.
А, там можно допрыгнуть, оказывается. Там можно допрыгнуть. Или чё? Как-то непонятно. Ну там... Можно ли нормально допрыгнуть и не упасть? Вот в чем вопрос. То, что я фермер, значит, что я зоофил, что ли? Нет, конечно. Любовь же может быть проявляться по-разному. Не обязательно ведь трахать животное. Достаточно ухаживать за ней. Господи. Так. Доказанный факт. Кем интересно? Да, где доказательства? Если... Едрить, колотить, ну что это за херня? Если доказательств нет, значит вы, сударь, балабол. Ну, фермер это на самом деле без шуток очень уважаемая профессия. Благодаря таким людям у нас, между прочим, товары в обилии магазинов. Так что да. В особенности мясо, говядина. Не, ну этот левел, конечно, какой-то просто лютейший ад. Охереть, можно здоровый, просто охереть. Очень огромный уровень. И растянутый очень. Молоко, мясо, кумыс, барпа. Да. Но самое важное это мясо. И это самое важное. Четко.
Бля, ну что за... Я нажал на пробел и прыгнул, ну как будто бы, но нет, она не прыгнула, она просто побежала вперед. Ну и кал. Давай, давай, давай. Ну тут я уже поторопился, конечно. Так, ща. Быть фермером тоже профессия. Да, конечно. А кто думает иначе, это ну, совсем уж недалекий человек, я так скажу. Ну, отлично. Охереть, их там было много. А, серьезно, это типа секрет. Не очень похоже, ну ладно. А, эта дверь открылась, типа. Любопытно. Интересно, почему она открылась? Типа... Потому что я их быстро убил. Ёб твою мать. Ну... Опачки. Давно, если у тебя были лошади или коров, то ты бы богатым... Да и сейчас так считается. Не знаю, почему ты считаешь, что это не признак богатого человека. Это и сейчас так считается. Да, это пиздец здорово. Лошади, коровы, вот это вот все. Ну, коровы это вообще имба, и лошади тоже. Ох, ебать. Просто все ловушки в одну точку. Концентрированно. Так. Странно. Ну, да ладно.
TQN. Одна штука корова сейчас 100 тысяч, а 10 штук это как считать сколько будет? Ну, нормально. Ну я и говорю. Ну, я помню, что ты говорил, что тебе 10 штук. А как тут? Я просто не видел что-то. Вот если случится какой-то кризис, то у Михаила все там прям схвачено будет. У него тут и еда, и все вот это вот. Кто на месте? Миллионер, да? А потом считаете это еще и как-то это... Еще дороже будет. Считай. Спрос будет высокий. Если случится что-то. Плюс лошади, да. О. Так. Четко. И патроны. О, еще патроны. Две 2000 патронов на УЗИ. Нормально так насыпали. Блин, а это мистер Кентавр. Нормально.
Кстати, что это? Это мой клон? Ха. Ну окей. Блин, прикольная механика. Интересно. Так. Блин, вот это очень интересно сделано. Он там на действие не нажимает? Нет. Так, я должен как-то ее забайтить. Привет, Найтмэр. Здравствуй. Привет. Так. Сейчас мы прикончим эту фейковую Лару. Все, до свидания. Вот и все. Короче, нереально важная информация. Если держать кнопку ходьбы, кнопку обзор, держать их и не отпускать, пока грузится сейф, то получишь Лару в классических крутых очках. Прикольно. Зеркалка, да? Прикольная механика, довольно крутая. Ну, сейчас я так посмотрел. Я сначала стрелял в нее все время, там прочее. Просто мое хп отнималось, убивал себя. Оказывается, вот что надо было сделать. Работает во всех трех частях. Подожди-ка. Погоди. Кажись, получил. Да. Спасибо, Найтмэр. Это круто.
Это круто. Правда, если помираешь, точки пропадают, и снова так грузишь. А, понял. Слушай, прикольно показать то, что ты типа, ну, реально про-игрок. Если в этих очках проходил долгое время. Фак, как я так мог застрять? Это единственное, что в ремастере есть, все, что по классике по таким штукам было, здесь нет. А то, что стены живые, тебя вообще никак не волновало, да, Арсен? Ну, как увидел кентавра рептилоида, такой ядреть. Вот the fuck. Стены из мяса. Кентавр рептилоид. Кента гифки, да. Ну, это жители Атлантиды такие. Прикинь, это жители Атлантиды. РЕН-ТВ были правы? Или все ребята из РЕН-ТВ играли Лару Крофт? Все просто. Ну тут еще есть пропуск уровня. Мне вчера заходил чел под ником Лара Крофт и подсказал эту тему. Там что-то повернуть влево, повернуть, понять, шаг назад, 3 шага назад, 3 шага вперед, повернуться 3 раза влево в какую-то сторону и что-то сделать, короче, там, ну, и пропускается тупой уровень. Я такой, окей. И просто обратно загрузился. Да, наверное. Да, это я знаю, крутая тема. Не, ну как бы то ни было, ремастер все-таки хорош. Вы не посмеете. Мы воздадим тебе, Натла, из Атлантиды за грехи, за то, что ты употребила во зло свои силы и лишила нас наших. Вы не можете, я... Ты нарушила основы уговора, по коему мы защищали наш народ и правили он им. Ты направила на нас Тихоканом свою армию, дабы наши воины покинули пирамиду, и ты смогла использовать ее созидательную мощь для бездумных разрушений. Бездумных? А сами-то? В ваших пустых головах нет ни единой новаторской мысли. Бездари. Пора действовать. Тихокан! Ты злоупотребляла знанием на потребу своим извращением. Она одна из жителей Атлантиды. Они лучше нас. Новая порода. Теперь лишь груда тел. А ты... Мы заключим тебя в лимбе. Заполним вены, сердце, ноги и болезненный мозг, смерзшийся кровью. Готовься к вечной муке, Натла! Вас тоже ждут муки и вашу проклятую Атлантиду! Ее тупо заморозили. Ну, такой себе. Явилась? А ты сомневалась? У нас тут церемония открытия, полагаю. Эволюция в тупике. Естественный отбор не работает. Партия свежей крови приведет к новой борьбе за место под солнцем. Так мы и станем сильнее. Выведем новую породу. Эдакая эволюция на стероидах. Пинок под зад.
Куалапек и Тихокан были слабаками. Ебать, Катастрофа Лара в Атлантиде маленькая. застала немощный народ Реально врасплох. 1,50 м или Вновь типа того, я поставила не их знаю. на самую Она грань жесть выживания. маленькая, оказывается. Это ведь неправильно. Это тоже. Приплод вылупится через 15 секунд. Как видишь, уже поздновато. Если только Или не она уничтожить здоровая. ядро. 10, Вот это рофл, конечно. 5, 4, 3, Ну стреляй, Лу. 2, 1. А, это дерьмо сейчас вылупится. О, понеслась, ребята. Я прям как гонщик этот, как его, который курги нарезает. Как они называются? Не поддайся, что ты. Эта мразь умрет, не увидев солнечного света. Я запрещаю жить этому говну. Все. Сердечный приступ. Ауч. И немного кэшбэка в виде патронов. Я не знаю, зачем я лутаюсь, но я полутаюсь. А ладно, это уж бред какой-то. Зачем я лутаюсь? Пошли. Let's go, let's go. Так, подождите. Ладно, давайте я воткну. А как это? А как это? Как такое возможно? Право и назад. Не, ну ядрить ты простой, конечно. Ну, я понимаю, что ты вот так вот имеешь что-то типа назад, но нет, тут, видишь, пространство куба уже вот, и тут тоже не получится вытянуть. Но если оно может прямо, то давай прямо. Ну, посмотрим, что там внизу. Сейчас посмотрим. А, не, я понял.
Это я зря. Это я зря. Вот это вот назад. Я думаю, что так. Но, возможно, я зря. Или не зря. Да, нормально все. Все правильно, все правильно. Так. Внизу какая-то лава. Пойдем-ка в лаву. Понимаю. Все, этого достаточно. Так. Вот такие вот тут головоломки, да. Простые, конечно, но есть. Уиротличик 89 активировал награду за 1000. Привет, Верик. Так, что там было за 1000? Желаю удачи, Вероклик. Здравствуй. Вижу. Так, сначала сохранимся. Фак, ну конечно. Зажарился. Блин, ну тут колесико это. Камень.
Камень, колесико. Так. Очередное колесико. Да охереть. Мысли. Насколько близко я должен подойти? Нормально. Кажется, выбираемся потихо из этой жопы. Папа. Папа. А, Папа. это не больно. Наконец. И что теперь? Бежим! А! Ядрить. Ауч. 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 Они все... Я не понимаю, как это возможно. Они обложили вот прям ловушками. Ладно, короче, забей. Это... О, ну тут чисто принц Персии. Сейчас сделаю. Сейчас будет чистое мастерство. Оп. Ну да, как я и планировал. Ну да. О. Ну это жесть какая-то. Ай, бля. А я не допрыгну же, да?
О. А чё мы стоим, ебать? О, боже мой. Просто об косячек уткнулась и все. И стоим. Давай, беги, 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 беги. Так, вот тут можно передохнуть. Go, 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 go. Давай. Побежала, побежала, побежала. Ладно. Так, вот тут какая-то херня творится. Как будто бы я должен... Вроде не дотягиваюсь. Да. А чё она упала так? Ну, что, как... Господи. Посмотрите. Да ё-моё. Вперед, 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 вперед. Ага, лава, борода. О, слава богу, тут вода в кои-то веки. Ой, господи. А огонь-то тухнет? Или... Тут крысерчак надо найти, да? Ну я реально хереюсь, тут рычаг какой-то есть. Это, чтобы вы понимали, Атлантида рушится, и я типа, ну, убегаю из тонущего города или типа того. Вдвоем веселее, да. Это. Так, ну тогда просто через костер перепрыгиваем. Уи! Понял. Окей. Не, ну вы придумали, конечно. А, это секрет. А для чего мне патроны, типа?
Ладно, аптечки, но патроны. Неужели еще босс будет? Они спят? А этот у меня младший бунтует. Маленький бунтарь. Так. А, там вода. Ну. Нет. Блин, мне бы в цирке выступать. Так, хорошо. Да зачем мне патроны? Пара. А, ничего себе, это брать. Ладболт. Хилить-то не буду. На равных условиях. Я ушатал ее. Может, контрольную я в голову? Погубить меня и мое племя не так просто, Лара. Ну, как скажешь. Вот только 2 микроузи с тобой спорят. Убить ее непросто, ребята. Так, думаю, что нужно найти какое-то дерьмо и воткнуть в нее, типа как кол в сердце, вы поняли? Нормально, тут патронов. Багато. Да, она встала и где-то бегает. Она где-то рядом. Фак. Сел за игру, хотел пройти половину игры без сохранения, все шло гладко, и внезапно маленькая оплошность и гейм овер. 6 часов игры пустую, так расстроился, что больше не буду играть. Сел за игру. Хотел пройти половину игры без сохранения. Все шло гладко. Да, спасибо, и Яра. внезапно маленькая оплошность и гейм овер. 6 часов и игры впустую. Так расстроился, что больше не буду играть. Но он такой, да, он довольно-таки жестокий. Не щадит вообще эта игра никого. Поэтому надо сохраняться. Хотя бы в начале уровня. Если уж, типа... Не, смотри-ка, мертвая лежит, все. Не встает больше. Так она, оказывается, не такая уж и бессмертная. Лежит, наелся и спит.
посмотреть. Обидеть. Вот это, конечно, хардкорыч идет. Все трясется. Опа. Блин, я как будто бы бразильский фонк слушаю. Все, побежали, побежали. А что-то я чуть было ласточкой вниз не улетел. О. Решающий прыжок, ребята. Нормально. Беги. Победа? Что не с лицо? Это типа... они стараются улучшить качество видео с помощью нейросети? Похоже, что так. Да. Ну, мы справились. Остров распался на полигоны. Победа. О, все, уплыли. Вроде. Aspire. Майкл Роджерс, Тед Столач. Менеджер продакшн, сеньор продюсер. Вот такая вот игра, ребята. Вот такая вот игра. Прикольно. Прикольно. Ты про этот Фирнхангер. У меня была цель спасти всех участников. Спасибо еще за 40. Кроме одного, но для этого надо пройти большую часть игры за один день, не используя кровать, сохранение. Но это почти невыполнимо. 99%. Понял. Ну, я как-нибудь пройду, наверное. Постараюсь пройти как-нибудь. Ну, игру прошли за 10 часов, 9:55, примерно так. Это прикольно. 52 километра пробежали. Так. Ела. Ну что ж, и потом будем проходить уже вот вторую часть. Как-нибудь. Выглядит прикольно. Тут что-то азиатское, насколько я понимаю. Смотрите, на фон какой. Но завтра у нас будет Фирнхангер, потому что был заказ. Уже занесли 2500. Так что завтра будет довольно-таки хардкорненькая игра. Прикольная.
Довольно-таки хорошая игра. Вот у нас уже как бы вот есть первая часть, но мы будем проходить вторую. Надеюсь, там есть какой-то русик и там прочее. Надеюсь, найдем все это дело. Так, новая фоновая музыка. Так, ну что, давайте глянем, кто стримит. Так, ну что, давайте глянем, Castlevania, Elden Ring. Солидный. Ну-ка посмотрим. Lord of the Shadow. Вот это прикольно смотрится. Можно и сюда, в принципе. О, ну этот вообще играет Arx Fatalis. Вот это уважаемо, вот это уважаемо. Чё ж, тогда я вас на Arx Fatalis закидываю. И иду спать. Завтра у нас Фиренхангер. Отправил винты. Красава. А тут вот музыка новая фоновая, как ты и просил. Но мы закончили. Мы прошли Лару Крофт. Прошли. Передавайте привет вот этому человеку, который играет Arx Fatalis. Крутая игра. Очень хорошая. Проходили ее на стриме тоже. И завтра у нас Фиренхангер. Так что увидимся завтра. Всем спасибо, кто был. Большое спасибо, Мош, за челлендж и за донаты. И всем остальным большое спасибо за присутствие и общение. Всем пока.